Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сейчас находимся на 38-й трассе в очередной раз, но на сей раз мы будем продолжать дальше на запад. Мы практически доедем до границы с Чили, да, нам останется только часок до границы с Чили, потому что мы едем на каникулы, на отдых на несколько дней. Буквально всего это займет у нас 5 дней. Один день это дорога туда, пятый день это дорога обратно, а посередине 3 дня мы побудем в Родео. Это провинция Сан-Хуан, где можно найти замечательные пейзажи. Это такое просто невероятное место, сами увидите. Но и в то же время, как для меня, эти пейзажи обычно были связаны с северо-западом страны, да, вот Сальта и Хухуй. Но получается так, что сейчас нам туда далековато, а до Родео мы доезжаем за один день, это буквально 8 часов. В общем, пока мы живем в Кордобе, нам хочется немножечко больше изъездить в центр страны. И это очень маленькое местечко, как нам нравится, спокойное. И на каждом шагу, за каждым углом, да, встречаешь что-то просто невероятное. Это место еще не популярно. Надеюсь, вам понравится. И будем показывать дальше. Bueno, ellas quieren entrar ya. Suban, chicas. Suban. Cuesta la chanchi últimamente. Oh, ahí va. Para el culo. Y la chicha sube. Epa. Casi se le sale. Tenela. Ahí. Ya vengo. Вот небольшая остановочка. Мы заправили газ. Это последняя заправка, где можно заправить газ. И это последний городок, Серресуэля называется, провинции Кордобы, да, вот в сторону, то есть на запад. Это последний городок, потом начинается провинция Ла-Рьоха, которую нам нужно будет пересечь полностью, да, вот с востока на запад. И потом мы уже едем в Сан-Хуан. Вот такой рельеф сформировался из-за этой реки, которая сейчас выглядит абсолютно сухой, то есть воды там сейчас никакой нет. И все-таки было достаточно, чтобы сформировалась вот такой баши. Эти места называются Мирадорес, где можно остановиться и посмотреть на пейзаж сверху. Вот остановились мы, а потом еще остановились пару машин. Для чего? Ну да, для того же самого. Подышать воздухом и посмотреть на вот эту всю красоту.
наш второй день в Родео. Вчера мы просто приехали, расположились и потом поискали, где поужинать. А сегодня начался вот первый день из 3, которые у нас есть полные, да, вот, чтобы прогуляться, посмотреть. Что можно сказать об этом месте? Самое интересное, вот, почему мы сюда, в принципе, приехали, что вообще практически вот куда поедешь, нет нигде никого, нет людей. И очень-очень разнообразные пейзажи. Просто, ну, за каждым углом видно что-то новое. И других форм, и других цветов. Там сзади вот это Анды, да, вот они всегда будут со снежными верхушками. Иногда бывает снега побольше, да, вот зимой там, может быть, они прям полностью засыпаны снегом. Но это уже такие верхушки больше 6000 метров. Короче, в этих местах можно где угодно лазить, да, вот заходишь вот в эти горки, есть вот такие вот подъемы, спуски. Только нужно не теряться, да, нужно знать, где ты лазишь, откуда идешь и куда, и как вернуться оттуда, откуда пришел. Ну и еще учитывая то, что это такие глинистые горы с камнями, и некоторые спуски или подъемы, они немножко скользковатые, да, и есть некоторые вообще могут обрушиться, да, но эти конкретно, они довольно-таки плотные, но мы когда-то пошли бродить по островку на здешнем озере, и, в общем, полезли там по одному откосу, и было это очень опасно, вернулись обратно, потому что начались обрушаться вот эти стены. Так что можно осторожно, но вот возможности здесь просто безграничны для трекинга. Короче, мы присели перекусить. Очень много ветра, но мы немножечко спрятались вот за вот такие глиняные стеночки. Но в то же время без ветра было бы, наверное, жарковато. Сегодня 31 градус будет. Я думаю, еще до этой температуры не дошло. А ветерок вообще прохладный. Так мы вообще-то находимся на высоте. Это 1500 метров над уровнем моря. И есть такая характеристика высотности, вот, что ветер всегда прохладный. И в тени всегда очень прохладно, даже если очень жаркий день. Ну и ночью очень опускается температура тоже. Вот такие дни, как сегодня. Вот вчера было 26 максимум, а минимум было 7. То есть это почти 20 градусов перепад. Сегодня будет 31. А ночью минимум, не помню, 12-13, то есть опять-таки большой перепад. Но, в принципе, это классно, потому что в течение дня можно наслаждаться, да, какими-то, особенно вот здесь есть разная деятельность, связанная с водой, с этим озером. А вечером можно хорошо отдохнуть и спать спокойно, без всякого кондиционера. Поэтому я люблю высоту. Мне нравится, ну вот как минимум 800. И вот до этой высоты где-то 1200, я уже прожила много лет в Сальте, это 1200 метров над уровнем моря, 1500, да, то есть уже выше это бывает очень холодно ночью, особенно зимой. Ну и здесь, конечно, так как это центр страны, то зимние температуры до минус 8, минус 10, и для меня тоже чересчур низкие температуры.
вот, возможно, многие из вас задают себе вопрос, куда они поехали, зачем они туда поехали. Они вот в прошлом видео были в таком красивом месте, там с водопадами плавали в реке и так далее. Дело в том, что место, где ты живешь, в этом месте всегда накапливаются какие-то события или какие-то эмоции, от которых потом все-таки хочется иногда отдохнуть. Да? Иногда просто поменять окружение, сменить пейзаж и немножко отдалиться от своих рутин и почувствовать нечто иное. Также почувствовать немножко другой воздух, иной климат. И, конечно же, весь этот пейзаж, как с другой планеты, нам очень помогает расслабиться, сменить энергии. И мы ехали вчера часов 8, да, я вела машину где-то 1,5 часа в первый раз, и во второй раз где-то час. То есть я сменила Карлоса, чтобы он смог отдохнуть, так как теперь у меня есть права. И мне нужно было потренироваться водить на трассе. Вот. И для нас это как бы совсем небольшое вложение, да, ни времени, ни денег, да, вот приехать сюда. Просто иногда даже самое сложное — это организовать свою повседневную жизнь, работу и так далее, чтобы все-таки вырваться и приехать вот на эти дни. Да, вот мы будем здесь 3 дня. Плюс день на поездку сюда и день на поездку обратно. Después se ponen a hablar los religiosos de esto, de aquello. ¿Qué hizo la monja? No sé. Vamos a mostrar un poquito. Pero muestra. Y allá está la policía, la Tiene comisaría. y tiene un comentario. Вот мы уже в центре поселочка Туткум. Это площадь центральная. Вот. Ну и как всегда, напротив площади церквушка. Сейчас мы его получше снимем. Ну, мы решили поставить машину и пройтись все пешочком, потому что с машины как-то не успеваешь погрузиться в атмосферу. Ну, конечно, очень странное ощущение тут ходить с этой палкой, с этой GoPro. Ну и в то же время, как, здесь люди ездят либо на велосипедах, либо вот на вот таких пикапах. Все равно давненько не были вот в таком прям
совсем отдаленном поселочке. Это регион Кучо называется, да, вместе с провинцией Мендоса. Это такой пустынный регион. И здесь есть вот эти вот асекиас называется, да, вот куда сбегает вода. То есть здесь прям такая целая стратегия, вот как обращаться с водой, да, как добиться того, чтобы ее всегда хватало на все нужды. То есть вот мы в пустыне, да, но люди вон поливают. И у них есть даже вот какие-то розы, розочки, деревца. Еще большинство домиков сделаны из этого материала, да, adobe. То есть это смесь глины, вот местной. Ой, где тут пройти? Дерево и асекия, и дорога сразу. Это смесь местной глины. Да, некоторые из кирпича сделаны, конечно, вот из обычного кирпича. Ну, то есть это те же самые, только из печи. И вот такого стиля домики из adobe. Это, конечно, очень такая термическая конструкция, то есть она очень хорошо сохраняет тепло зимой, а прохладу летом. А здесь летом бывает очень жарко, хотя ночью всегда прохладно. Вот так вот люди содержат свои дворики, домики. Вот. Ну, короче, эти домики нужно всегда поддерживать в состоянии, иначе они немножко обмываются. А дальше я забыла снять на русском, но тут я показываю один спа такого сельского типа. Там есть термальные воды и к тому же делают массажи. Было приятно найти такое местечко посреди пустыни. Там нам объяснили, что вода будет мутной, так как несколько часов назад произошли сейсмические движения, но нам все равно понравилась идея в них окунуться. Хотелось бы, конечно, чтобы эта ванна находилась прямо во дворе у этой женщины, но в таком случае вода была бы мутной круглый год, так как это зона ветра и песка. Кажется, Валя, ой-то. А дальше мы решили поехать в сторону Чили. Мы знали, что граница закрыта, но это очень красивый кусок трассы. Так вот, почему мы здесь остановились в этом месте? Потому что у меня такая вот прихоть залезть в реку Сан-Хуан. То есть мы уже залезли в вот эти термальные воды, но они были в таком не очень натуральном окружении, да. А сейчас вот тут ручей такой, вот он бежит так силой, да. Это вода, которая тает, да, вот тают вот эти вот снега, и бежит вот этот ручей. Я в него хочу залезть. Но уже мы на 2700 метров над уровнем моря высота сейчас, да? И уже ветер такой дует, ну, очень прохладный. Но еще и солнце сильное. Короче, я все-таки, наверное, залезу. Ahí vamos. Listo, ya está. Bueno, pensé que iba a estar más helada, pero pasó.
Ya llegamos hasta el puesto de gendarmería y hay que volver, porque este paso está cerrado. Вот. Хотела показать вот это местечко. Оно находится в 30 километрах от таможни, где мы проехали. Там обязательно нужно объявиться, типа, ну вот мы поедем, да, вот по этой трассе в сторону Чили, и мы знаем, что до Чили переезжать нельзя в это время года, потому что там наверху, хоть трудно поверить, потому что здесь все сухо внизу, да, солнечно, но там наверху видны такие страшные прям тучи, облака над горами. И действительно там могут быть очень такие нестабильные условия. И потом неизвестно, кто там поедет тебя спасать, да, если что-то случится. Там экстремальные температуры, да, ну, ниже нуля, сильнейшие ветры, бывает снег, бывает лед на дороге. Явно здесь люди, которые работают вот там в жандармерии, они, видимо, здесь используют вот для осаду, да, вот тут эти деревья, то есть можно иметь тенек, и там дальше идет вот этот ручеек. Здесь мы находимся на высоте 2900 метров над уровнем моря. Дальше это все идет все выше и выше, то есть чтобы поехать в сторону Чили, нужно приезжать где-то в январе. Друзья, значит, мы ехали по 150-й трассе, доехали до кольца, и вместо того, чтобы повернуть, то есть если поворачиваешь, возвращаешься со стороны Чили, если поворачиваешь налево, то возвращаешься в Родео, а если поворачиваешь направо, то, получается, едешь в сторону Бар-Реаль и до самого города Сан-Хуан. Но здесь мы поехали прямо, да, вот как объезжаешь половину кольца и попадаешь сюда, в Лас-Флорес. Лас-Флорес — это такой поселок, вот он очень маленький, но на въезде есть много разных туристических домиков, да, комплексов, кабаньес, и есть заправка, да, то есть можно заправить машину. Поэтому хотела немножечко показать, что вот если вдруг Родео переполнился, то можно остановиться здесь. Есть какая-то инфраструктура, есть какие-то магазинчики. Ну, здесь очень спокойно, и, в принципе, отсюда можно делать, ну, все же вот эти вот поездки, походы и прогулки, как и из Родео. А дальше мы поехали искать огромный каньон, который просто-напросто увидели на карте. Ну вот,
прибыли мы, добрались до этого места Барранкас де las Flores. Называется de las Flores, потому что Las Flores это вот это поселок. То есть не то, чтобы тут полно цветов было. GoPro начала перегреваться. Сейчас не то чтобы прям жарко, но солнце здесь очень сильное. Просто хотела показать вам. Вот там за этими горками верхушки вот эти со снегом. Это превращает это место, ну, еще такое более такое достопримечательное. И действительно стоит приехать сюда, добраться, походить по пустыне. Хотя мы тут и животных видели. Не такая уж и пустынная пустыня. Заяц пробежал, потом ласка такая, какая-то командриха, я думаю, это ласка переводится. И вот, мы оставили машину там, где эти два сухих тополька, и мы точно помним, вот как вернуться. Потому что у нас есть вот эта вот референция, вот этот указатель, а иначе можно очень просто даже заблудиться. Вот местечко называется Posada Bioceánica. Здесь есть еще комнаты. Мы покушали в этом ресторане, и было довольно-таки приличное количество выбора по сравнению с другими местами, которые находятся в Родео. Мы еще находимся в поселочке Las Flores. Но место недалеко от трассы, так что можно съездить довольно-таки быстро. Ну вот, последний наш вечерок здесь в Родео. Завтра утром мы уже уезжаем. Мы выехали погулять немножко. Очень сильный ветер здесь. Поэтому называется Cuesta del Viento, дикая Cuesta del Viento. И просто хотели показать здесь такие достопримечательные места, которые находятся как бы вокруг этого водохранилища и вдоль реки Хачаль. Está la isla, no sé si era la misma que... Sí, es la misma que caminamos. Будем поудникать, пить маты. Видимо, обычно это водохранилище имеет более высокий уровень, и поэтому сформировалась вот такая вот типа лужа. Вот. А еще ни с того ни с сего. Ну, я считаю, что, в общем, мы показали все самое интересное про это место, про Родео. Сейчас мы гуляем по Templos del Viento, называется, да, то есть это, значит, сюда можно приехать на неделю и
всегда будет что посмотреть. Но если вы еще и занимаетесь различными видами спорта, связанные, ну, вот эти водяные виды спорта, да, кайтсерфинг, windsurfing, то можно даже 2 недели здесь пробыть, и будет совершенно не скучно. И еще, если бы вы захотели съездить в парки, национальные парки Талямпаша, это провинция Ла-Рьоха, и Ишигуалясто, которые чаще называют Баше де ла Луна, то вам нужно останавливаться в городе Виша-Уньон. То есть здесь, ну, неудобно останавливаться здесь, а потом возвращаться несколько часов туда, учитывая то, что для того, чтобы объездить эти парки, тоже нужно несколько часов. Так что это как бы либо другая поездка, либо, если это часть одной и той же поездки, то это ее нужно разделить на 2 части. То есть сначала, допустим, остановиться в Виша-Уньон и объездить парки, а потом приехать сюда и объездить здесь все вокруг. Мы были здесь 11 месяцев назад, и я уже начала снимать на камеру рефлекс, которую мне подарила моя сестра Маргарита. Рите, привет! Скажем так, это был мой первый спонсор канала. И до сих пор им является, потому что я этой камерой до сих пор пользуюсь. И я уже начала снимать, думая о том, что я хочу показать это место на ютубе, но в то время я еще ни разу не смонтировала ни одного видео. И большинство из того, что я сняла, оно просто-напросто, ну, не годится для вот таких видео, да, потому что там то камера дергалась, то со звуком проблемы. И это только сейчас я смогу все-таки наконец-то вам показать это замечательное место. Благодарю вас за то, что смотрите этот канал, за подписки и за комментарии. И оставляю со съемками домика, который мы сняли в Родео, а также еще несколько живописных мест. Надеюсь, вскоре увидимся в новых видео, друзья.